Уникальные хищники, которые облюбовали места с самыми суровыми условиями. Они превосходно чувствуют себя в горах, выживают в сильнейшие морозы и охотятся на превосходящих в размерах скалолазов. Здесь командная работа важна как никогда, ведь малейшая ошибка может привести к печальным последствиям. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – тибетские волки. Тибетские волки – один из многих подвидов серого волка, но в отличие от большинства родственников, они превосходно приспособлены к жизни в горах. Хищники встречаются в Центральной Азии, включая Китай, Монголию, Россию и другие смежные территории. Имея средние размеры, волки облачены в более густую и плотную шерсть, спасающую от суровых погодных условий. Короткие лапы лучше подходят для перемещения по заснеженным склонам, а мощные тела, массивные черепа и увеличенные зубы позволяют охотиться на серьезную добычу, ведь чаще всего в этих местах выбирать не приходится. По соседству с волками живут чиру – тибетские антилопы, и, учитывая размеры, это превосходная мишень. Но догнать взрослую особь не под силу даже целой стае. Ведь чиру – одни из быстрейших наземных созданий, которые могут бежать со скоростью до 80 км в час. К тому же головы самцов венчают необычайно длинные и острые рога, напороться на которые может стоить противнику жизни. Поэтому у волков есть шансы лишь против старых или лишенных сил особей. Однако ситуация меняется летом, когда у матерей появляется потомство, и хищники не могут упустить такую возможность. Чтобы повысить шансы на выживание, копытные собираются в стада, но волки умеют перестраивать тактику на ходу, и даже в большом стаде они без труда выберут подходящую мишень. Совсем скоро животные покинут долину, и это единственный шанс заполучить такую добычу. Поэтому волки разделяются на мелкие группы или даже действуют в одиночку. Этому хищнику удалось отбить детеныша, и хотя малыши с рождения неплохо бегают, тягаться со взрослым полным сил волком заведомо проигрышный вариант. Можно попытаться спрятаться в укромном месте, но обоняние – одно из важнейших преимуществ волка. Особое внимание волки уделяют киангам – тибетским ослам массой свыше 200 кг. В силу размеров они уступают в скорости другим копытным, но это невероятно выносливое создание с тяжелыми копытами, поэтому целью становятся все те же больные и слабые особи, и чем больше стада, тем проще найти такую цель. В любом случае, погоня становится изнурительной и опасной, но столь крупная добыча стоит рисков, ведь в случае успеха туша будет кормить целую стаю больше недели. Не остаются без надзора даже яки, настоящие титаны тибетского Нагорья. Эти величественные создания массой до 1 тонны славятся удивительной силой и выносливостью. Толстая шерсть защищает их от зимнего холода, а большие адаптированные легкие позволяют чувствовать себя превосходно даже на высоте в 5000 метров. И тем не менее, у этих гигантов есть враги. Когда пищи совсем мало, нападению может подвергнуться и взрослая особь, но это чрезмерно опасная цель даже для большой опытной стаи. Поэтому основное внимание уделяется малышам, которые находятся под надежной защитой родителей. Тем не менее, организованным волкам хватает навыков, чтобы отвлечь мать и, пользуясь моментом, нанести детенышу фатальные раны, после чего остается лишь ждать. Взрослые яки не обращают внимания на одиночку, но когда за дело берется вся стая, слаженных действий хватает, чтобы обратить целое стадо в бегство. Удивительно, но именно пустыня становится наиболее безопасным местом, ведь здесь волкам негде спрятаться. К тому же песок заметно замедляет хищников, поэтому застать добычу врасплох вряд ли получится. Яки, в свою очередь, чувствуют себя здесь превосходно, ведь большие раздвоенные копыта обеспечивают надежное сцепление с песком.
Волкам-одиночкам здесь приходится несладко, ведь найти добычу в столь негостеприимных местах – настоящая проблема. Конечно, здесь хватает мелких млекопитающих, но большинство из них либо не отходит от нор, либо в проворстве заметно обходит крупного охотника. Порой, чтобы не остаться голодным, одиночке приходится бросать вызов крупнейшим местным пернатым – гималайским стервятникам, которые могут весить до 12 килограмм. У хищника нет цели расправиться с конкурентом, ведь для него куда важнее присвоить себе чужой кусок. Среди жителей Нагорья нашли свое место и голубые бараны – искусные альпинисты, способные взбираться по самым отвесным скалам. Средние размеры и сопоставимый с волками вес делают их желанной мишенью, но большую часть жизни копытные проводят вне досягаемости охотников. Тем не менее, в поисках скудной пищи они вынуждены спускаться в долину, и волки превосходно об этом знают. Для успешной охоты необходимо вовлечение каждого члена стаи. Здесь на высоте кровь волков способна поглощать больше кислорода, что делает хищников не менее выносливыми, чем их равнинные родственники, а также позволяет подниматься на высоту до 5000 метров. Окраска превосходно маскирует охотников на фоне горной местности, поэтому они не спешат пускаться в бег. Но сократив дистанцию, стая начинает погоню. Бараны спешат к спасительным скалам, и главная задача волков – отрезать выбранную цель от стада, после чего все силы бросаются на преследование одиночной мишени. Пережить суровую зиму с пронизывающими ветрами – тяжелое испытание, но весной становится не намного легче, ведь в этот период охотникам приходится добывать в разы больше провизии, чтобы прокормить подрастающее поколение. Сейчас они в безопасности, но даже в горах малыши не лишены естественных врагов, среди которых снежные барсы и крупные хищные птицы. Уже с 3-недельного возраста волчата постепенно переходят на мясную диету, и совсем скоро им предстоит постигнуть первые навыки охоты, ведь чтобы выжить в столь суровых условиях, нельзя терять ни единого дня. Тибетские волки играют важную роль в местной экосистеме, регулируя численность копытных и поддерживая биологическое разнообразие. Однако потеря среды обитания, браконьерство и исчезновение кормовой базы поставило этих хищников в уязвимое положение. Несмотря на это, труднодоступные места обитания, высокая приспособленность и невероятная сплоченность позволяют этим величественным животным отстаивать границы своих владений. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!